Разговоры о русском мире больше не приветствуются. Мигранты подмяли под себя город-миллионник в Сибири. В школах вывешивают объявления на иностранном языке, русских призывают учить киргизский. Высокие кабинеты сделали ставку на мигрантов, но дело не только в деньгах и коррупционной составляющей. Это и желание максимально укрепиться во власти, сделав общественную массу совершенно безликой, считает член СПЧ Кирилл Кабанов. Идеология простая. В соответствии с ней человека воспринимают просто как приложение к банковской карточке, к электросамокату, какой угодно другой коммерческой услуги. То есть он всего лишь потребитель. И без разницы, кто это будет, Сухроб или Ваня. Самое главное, чтобы было кому потреблять. Согласно официальным данным, свыше 70% мигрантов в России не платят налоги. При этом государство тратит колоссальные средства на гастарбайтеров, в том числе на тех, которые получили ВНЖ, ПМЖ или гражданство. Кроме того, стала понятна уловка мигрантов с пособиями. Матери-одиночки из Средней Азии получают от нашего государства больше многих русских родителей. Обо всем этом мы поговорим в нашем выпуске. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Излишне лояльная миграционная политика России привела к тому, что русские города постепенно начинают заполняться мигрантами. В некоторых местах это менее заметно, в других – более ощутимо. Особенно выделяется среди них Новосибирск. Один из местных жителей отмечает, что ситуация с нелегальными мигрантами в этом миллионном городе крайне удручающая. Чтобы подтвердить свои слова, он привел несколько примеров. Первый случай вызвал волну негодования еще в январе. В школе номер 47 ученики и их родители обратили внимание, что на информационном стенде объявления публикуются не только на русском языке, но также на киргизском и таджикском. Это возмутило жителей Новосибирска. Они обратились в департамент образования мэрии, однако не получили поддержки. Там объяснили, что иначе невозможно донести информацию до родителей мигрантов из Киргизии и Таджикистана, которые не владеют русским языком. Другой показательный случай произошел с самим автором. Он отметил, что семьи мигрантов не стремятся адаптироваться и интегрироваться в русскую культуру. Например, внук его знакомого киргиза был удивлен тем, что мужчина не говорит по-киргизски. Выяснилось, что 5-летний мальчик, который родился в России и вскоре должен пойти в школу, совершенно не знает языка страны, в которой живет. С серьезным и требовательным видом ребенок сообщил деду, что его русский друг должен выучить киргизский язык, пишет блогер. Для многих стало открытием, что некоторые матери-одиночки из Средней Азии получают от государства больше россиян. Эксперт подчеркнул, что множество гастарбайтеров приезжают с семьями. Их семьи большие. Наши многодетные семьи не получают таких средств, потому что у нас многодетная семья – это 3-4 ребенка. А у них 5-6 детей. Они разводятся, понимая систему. Говорят, что я многодетная мать-одиночка и получают пособие из наших карманов, ничего не вкладывая взамен. Какой ущерб они наносят экономике? Например, один анонимный врач-гинеколог недавно описала ситуацию в тюменских роддомах. Тюмень, по ее словам, стала настоящей меккой для мигрантов, стремящихся увеличить свои семьи. Почему? Потому что условия здесь, все включено и даже больше. За последний год очень много жителей из стран ближнего зарубежья приезжают, чтобы рожать детей. Говорят, что условия здесь отличные. Рожают и 4-го, и 5-го, и даже 6-го ребенка. Получают пособия приличные, медицина вся бесплатная. Разница с родиной колоссальная, где за все надо платить, рассказала гинеколог. Интересный факт, который врач подметила, это что женщины, как правило, ведут с собой мужей к врачу в качестве переводчиков. Помимо всего прочего, лишь 13% приезжих заняты в строительстве. При этом у нас в строительстве чуть ли не самая низкая производительность труда в мире. Ну, в Африке пониже. А стоимость жилья увеличивается. Иммигранты сами же переезжают сюда, заселяются, покупают эти маленькие паи. В однокомнатной квартире у собственника прописывается полкишлака. То есть они сами же и являются потребителями. Член СПЧ добавил, что наши граждане в целом значительно лучше понимают и осознают угрозу, исходящую от мигрантов, чем чиновники. Со стороны миграционных лоббистов, со стороны тех, кто на них зарабатывает, регулярно звучат контрдоводы. Они считают, что без разницы, кем будет заселена Россия. У нас такие люди во власти есть, которые де-факто говорят следующее: мы верхушка, часть золотого миллиарда, а кто внизу, без разницы. Будет там русских больше или кого-то еще все равно, считает Кирилл Кабанов.
Так, глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев недавно озвучил идею, которая звучит как сюжет для антиутопии: необходимо значительно увеличить поток мигрантов в Россию, особенно их семей. Как мы можем не пустить семьи, если по закону они должны прийти? Мы договорились, что будем работать вместе с ними. Нам не хватает людей. На фоне международных тенденций к ужесточению миграционной политики, где страны возводят стены и барьеры, Россия, как кажется, приняла решение открыть двери настежь и пригласить всех желающих на грандиозное мероприятие «Русский пир». Вот как ни крути, не хватает людей сегодня. Те, кто считает, знает это, и не надо лукавить. Чтобы освоить те задачи, которые ставятся, нам нужно население значительно больше, чем сегодня. Смотрите, сейчас узбеки поехали в Англию. Почему? Задумайтесь над этим. Вы чего хотите, чтобы они туда поехали? Люди, знающие русский язык. «А кто к нам приедет?» – заявил Васильев. На первый взгляд, такое заявление может показаться попыткой бороться с демографическим кризисом путем массового привлечения мигрантов. Однако за этим кроется множество спорных вопросов и сомнений. Если, по мнению правящей партии в России, существует катастрофическая нехватка людей, возникает резонный вопрос: кто именно необходим? Нужны ли специалисты, рабочие? Или возможные семьи мигрантов, которые сами по себе создают новый рынок труда, требуя поддержки? При анализе данной инициативы нельзя не заметить некоторого абсурда в аргументации необходимости мигрантов. Если страна сталкивается с дефицитом рабочей силы, возможно, стоит подумать не только о привлечении большего количества людей, но и об улучшении условий жизни и работы для уже проживающих здесь граждан. Тем не менее, по мнению Васильева и его коллег, решение заключается в приглашении мигрантов с семьями, которые должны спасти Россию от демографической пропасти. В то время как другие страны ужесточают миграционную политику, Россия, кажется, решила использовать так называемый миграционный поток как универсальное средство. Вопрос в том, насколько это эффективно и целесообразно в условиях, когда важно не только привлекать людей, но и обеспечивать их интеграцию и создание условий для успешной жизни. Вот тут-то и начинается парадокс: вместо решения внутренних проблем и стимулирования рождаемости, страна выбирает путь массового привлечения мигрантов. Такой подход рискует создать не просто рабочую силу, а целые социальные группы на грани адаптации. Сколько времени понадобится для их полноценной интеграции в общество? Очевидно, что такие шаги не только не решают реальные проблемы, но могут их обострить. Создание зависимости от миграционного потока вместо решения внутренних проблем страны выглядит как временное решение с потенциально долгосрочными негативными последствиями. На данный момент Россия кажется склонной решать проблему через нескончаемое приглашение людей, что ставит под сомнение стратегию и эффективность такого подхода в долгосрочной перспективе. Удивительно, конечно. Сейчас таджики активно осваивают не только рабочие места, улицы и торговые центры в России, но и учебные парты наших отечественных вузов. Согласно статистике, почти каждый 10-й иностранный студент в России – выходец из Таджикистана. Причем даже элитные столичные вузы часто предлагают гражданам Средней Азии условия поступления наравне с россиянами, то есть возможность учиться за государственный счет. По данным Министерства образования и науки Таджикистана, более 40 тысяч граждан республики получают высшее образование за рубежом. Большинство из них обучаются в российских университетах. Эти свежие данные демонстрируют явную тенденцию. Год назад в России училось 28 тысяч таджикских студентов, а 2 года назад их было 23 тысячи человек. Чиновники отмечают, что такой бурный рост продолжится. Удивительно, но это также часть государственной политики Таджикистана, как и отправка трудовых мигрантов за границу на заработки. В 2014 году в Душанбе был создан клуб «Молодежь», обучающийся за рубежом, организованный Комитетом по делам молодежи и спорта при правительстве Таджикистана. Этот клуб не только занимается продвижением таджикских студентов за рубежом, но и следит за тем, чтобы они сохраняли патриотические чувства и не теряли своей идентичности среди других народов. Таджикские студенты обычно учатся в лучших вузах Москвы и других российских городов. Это включает ведущие экономические университеты и Академию Министерства внутренних дел России по специальной квоте. Даже при отсутствии квот некоторые вузы предоставляют абитуриентам из стран СНГ условия поступления, равные условиям для россиян. На официальном сайте Высшей школы экономики в Москве указано, что студенты из 11 стран СНГ могут поступать на бюджетные места по конкурсу. Граждане 4 стран – Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана – имеют возможность поступать на бесплатное отделение даже без постоянного проживания в России.
Необходимо учитывать, что обучение в российских вузах – это также путь к легализации и получению гражданства упрощенным способом. Согласно статье 14 Федерального закона о гражданстве, иностранные граждане могут получить российское гражданство в упрощенном порядке, если они завершили программу бакалавриата Государственного российского вуза. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!